Всем привет, друзья! Рад всех приветствовать. Спасибо, что смотрите мой канал. Сегодня поговорим о звукоизвлечении. На эту тему уже много сказано, но у меня есть некоторые мысли, которые, думаю, вам будут очень полезны. Также в конце видео я расскажу свои мысли по поводу пальцев и слэпа в одной партии, как же добиться ровности звучания, и чтобы слэп не выпадал. Погнали! Итак, звукоизвлечение – это правая рука. Если вы не видели мое предыдущее видео про глушение струн, обязательно его посмотрите. Но я просто вам покажу, что у меня вот такая позиция изолированная, то есть 5 струн и 5 пальцев. Посмотрите это видео. Вообще звукоизвлечение – это такая обширная тема, и тут много очень факторов. Это атака, артикуляция, динамика. Сегодня я просто покажу упражнение, которое будет развивать и тренировать вашу правую руку. Вот это упражнение на открытых струнах. Здесь принцип напряжения и расслабления. Можете выбрать для себя комфортный темп, когда ваша рука будет не сильно напрягаться, но все-таки она будет эффективно работать. В чем здесь польза? Здесь вы напрягаете и расслабляете руку. То есть вы напрягаете руку, когда играете 16, и расслабляете, когда играете 8. Все очень просто. Просто поиграйте это упражнение. Это простое упражнение, оно совсем для начинающих, но его можно играть в качестве разминки. На технику и на развитие рук существует очень много упражнений, тренировок, всякие пауки и лесенки, и хроматизмы. Вот. Я для себя выбрал одно, и я считаю, что оно очень эффективно. Это хроматизмы. Это упражнение будет тренировать обе ваши руки, а также артикуляцию, динамику и все остальное. Я покажу, как я играю хроматизмы и почему именно так. Очень многие играют его по-разному. Играют вот. Сначала играют вниз, потом вверх. То есть я раньше так играл, но я для себя нашел еще более эффективный способ. Играется он вот так. Сначала вы играете на одной струне, на струне соль, но я начинаю со струны ре. Мне кажется, такой способ очень хорошо развивает все пары пальцев, особенно 3-й, 4-й палец, которые являются самыми слабыми. И также развивается артикуляция. Артикуляция – это четкость ваших нот. То есть это одновременная работа двух рук. Когда мы сыграли на струне соль, таким же образом играем на струне ре. И постоянно двигаем руку, начинаем с первой позиции, и можно доходить до 12-го лада и обратно. Все басисты играют хроматизмы, я это упражнение играю до сих пор в качестве разминки. Когда для занятий ограниченное время, лучше сыграть одно упражнение, но эффективное. Что касается линий, где присутствуют и пальцы, и слэп, такая комбинированная техника. То есть, когда вы играете и пальцами, и слэпом. Может быть еще и мьют.
такие комбинированные партии. То есть я считаю, что тут дело в хорошо настроенной компрессии. Вот, когда у вас компрессия настроена и под пальцы, и под слэп, тогда ваша линия будет звучать ровно. На выступлениях я всегда использую одну настройку компрессора под пальцы и под слэп. Мне кажется, это очень важно, если вы используете разные техники в одной партии. Вам не нужно никогда ничего переключать. Главное настроить правильно компрессор. Немного скажу про атаку. То есть, во-первых, это зависит от ваших вкусовых предпочтений, какую музыку вы любите, как играете. То есть кто-то имеет сильную атаку, кто-то более слабую, но я думаю, что у вас всегда должен быть запас атаки. То есть если вы играете в основном со слабой атакой, то вот у вас должен быть запас по динамике. То есть вы всегда в определенный момент, когда нужно, вы должны нажать, чтобы звук раскрылся. А от этого ваша игра будет более универсальной, вы сможете сыграть какие-то рифы, где требуется на самом деле сильная атака. Друзья, на сегодня все. Спасибо, кто смотрел видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет больше интересного. Всем пока. Thank you.